Привет, ребята, это Наташа. И я хочу признаться в том, что мне последнее время все очень лень. Я ленюсь записывать видео, и я ленюсь готовить тексты для видео. Да вообще, вчера я сидела, мучила. Я хотела записать сегодня видео о дательном падеже. Но вчера, когда я готовила текст, ничего мне не приходит в голову, все как бы через силу. И я думала, если я уже напишу что-то, то это будет не в 5, не в 10 уже будет так нехотя, и я думаю, тогда видео получится не очень хорошее, не очень качественное, потому я решила, я лучше это отложу на потом, когда у меня будет настроение, когда у меня будет желание поделиться с вами знаниями о дательном падеже и дать вам много примеров со словами в дательном падеже. Ну, а сегодня я решила вам просто рассказать сказку. Сказка Машака, которая называется «12 месяцев». Итак, сейчас я вам буду рассказывать, читать эту сказку, и в то же время буду объяснять самые сложные слова. Не забудьте, что вы можете включить субтитры, если вам они нужны. Субтитры есть на русском и на английском языке. Также не забудьте, что все то, что я сейчас буду говорить, вот эта сказка сама, она будет на моем блоге. И я также надеюсь выложить в своем блоге мини-словарик самых сложных слов. Сказка Маршака. 12 месяцев. Знаешь ли ты, сколько месяцев в году? 12. А как их зовут? Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Только окончится один месяц, сразу же начинается другой. И ни разу еще не бывало так, чтобы февраль пришел раньше, чем уйдет январь, а май обогнал бы апрель. Месяцы идут один за другим и никогда не встречаются. Но люди рассказывают, будто в горной стране Богемии была девочка, которая видела все 12 месяцев сразу. Как же это случилось? А вот как. В одной маленькой деревушке жила злая и скупая женщина. Скупая значит такая, которой всего жалко, она такая жадина. Так вот, эта злая и скупая женщина жила с дочкой и с падчерицей. Падчерица – это не родная дочь одного из супругов. Это значит, эта девочка была дочерью мужа вот этой злой и скупой женщины. И, наверное, муж ее умер, потому вот она осталась только с этой злой женщиной, своей мачехой. Дочку она любила, а падчерица ничем ей не могла угодить. Что ни сделает падчерица, все не так. Как ни повернется, все не в ту сторону. Имеется в виду, что мачехе ничего не нравилось. Вот неважно, что эта бедная девочка, эта падчерица делала, мачехе ничего совсем не нравилось. Потому что вот она старалась ей угодить. Угодить значит стараться сделать что-то, чтобы понравиться тому человеку, да. Мачеха была злая и скупая, и она не любила падчерицу. Потому неважно, что она делала, мачехе она все равно не нравилась. Дочка целыми днями на перине валялась. Перина – это такой мешок или матрас, в котором много перьев. И на этом мешке или матрасе люди спят. Так вот, дочка валялась целыми днями на перине, да пряники ела. А падчерице с утра до ночи и присесть некогда было. Значит, падчерица всегда что-то делала. То воды натаскай, то хворосту из лесу привези. Хворост – это отпавшие ветви деревьев или кустарника, да, то их собирали,
эти вот ветви сухие и приносили домой, чтобы разводить огонь. То белье на речке выполощи. Выполоскать белье, ну вы, наверное, уже понимаете это просто в воде прополоскать, вот как бы промыть. То грядки в огороде выпали. Знала она и зимний холод, и летний зной. Зной — это когда летом бывает очень жарко, и этот воздух от солнца нагревается, становится таким очень-очень жарким, что даже тяжело дышать. И весенний ветер, и осенний дождь. Тогда вот она знала все это, девочка, потому что она всегда бывала на улице, и она работала постоянно. Потому-то, может, и довелось ей однажды увидеть все 12 месяцев разом. Все 12 месяцев в одном месте, в одно время. Была зима, шел январь месяц. Снегу намело столько, снега намело. Почему мы говорим намело? Это слово мести. Вы знаете, мы метем, когда мы убираемся дома. С метлой мы метем ссор, метем мусор. И просто когда на улице метель, вьюга, то ветер очень сильный, и он как бы подметает, как бы наметает этого снега в сугроб, да, потому что вот выглядит, как будто кто-то метет этот снег. Так вот, снегу намело столько, что от дверей его приходилось отгребать лопатами. А в лесу, на горе, деревья стояли по пояс в сугробах и даже качаться не могли, когда на них налетал ветер. Так представьте, это было столько много снега, что даже деревья на горе, где самый сильный ветер, все равно не могли качаться, потому что снега было очень-очень много. Люди сидели в домах и топили печки. Да, что больше в такую погоду делать? Только сидеть дома и греться около печки. В такую-то пору, под вечер, злая мачеха приоткрыла дверь и поглядела, как метет вьюга. А потом вернулась к теплой печке и сказала падчерице: «Сходила бы ты в лес, да набрала там подснежников. Завтра сестрица твоя именинница». Сестрица твоя именинница завтра, значит, что у той сестры, той дочки мачехи, завтра будет день ее имени. Значит, она названа таким именем, и завтра будет день того имени. И тогда людей поздравляют с этим, потому что они именинники. Посмотрела на мачеху девочка. Шутит она или вправду ее в лес посылает? Страшно теперь в лесу. Да и какие среди зимы подснежники. Раньше марта месяца они и не появятся на свет. Сколько их не ищи, только пропадешь в лесу, увязнешь в сугробах. Пропадешь в лесу, значит, что, наверное, заблудишься и никогда больше не вернешься, просто умрешь там. Увязнешь в сугробах, это вязать, значит, как бы застрять, потому что там вы слышали, что много снега, да, если вот эта девочка пойдет в лес, а сугробы очень большие, то она просто как бы будет тонуть в них, она в них застрянет и больше не сможет дальше двигаться. А сестра говорит ей: если пропадешь, так плакать о тебе никто не станет. Ступай, да без цветов не возвращайся. Вот тебе корзинка. Заплакала девочка, закуталась в рваный платок и вышла из дверей. Ветер снегом ей глаза порошит. Порошит снегом. Что-то значит. Порошит значит засыпает. Это значит, она идет, и вот ветер сильный, снег идет, и просто ей снег это закрывает все лицо. Так вот, ветер снегом ей глаза порошит, платок с нее рвет, идет она, еле ноги из сугробов вытягивает.
Ну да, вот я вам говорила, что сугробы большие, значит, она просто тонет в этих сугробах, она вот, когда идет, ее ноги там глубоко-глубоко в снегу, и потом она еле их вытаскивает для того, чтобы сделать шаг. Все темнее становится кругом, небо черное, ни одной звездочкой на землю не глядит. Это такая метафора, ни одной звездочкой небо на землю не глядит. Это как будто звезды были бы глазами неба. Так вот, и говоришь, даже ни одной звездочкой небо на землю не глядит. А земля чуть посветлее, это от снега. Значит, земля светлее неба, только немножко, потому что на земле много снега. Вот и лес. Тут уж совсем темно. Рук своих не разглядишь. Разглядеть значит как бы смотреть очень внимательно, разглядывать и видеть какие-то вот мелочи. Вот если мы говорим разглядывать свое лицо в зеркале, так как будто смотреть вот всякие там прыщики, морщинки, точечки. Это значит разглядывать. Ну и вот она говорит, что рук своих не разглядишь. Знаешь, что так темно, что ты смотришь на свою руку и не поймешь, где там что, там палец или ладонь, или что это. Ну, имеется в виду, что очень-очень темно. Села девочка на поваленное дерево и сидит. Все равно думает, где замерзать. Значит, девочка знала, что ей придется замерзать, умирать здесь, потому что обратно домой идти она не может без цветов, а знаете, что цветов она в январе не найдет в лесу, потому что все под снегом, все замерзло. И вдруг далеко меж деревьев сверкнул огонек, будто звезда среди ветвей запуталась. Поднялась девочка и пошла на этот огонек. Тонет в сугробах, через бурелом перелезает. Бурелом. Что такое бурелом? Это из двух слов. Буря и ломать. Да? Так, бурелом — это деревья, которые были сломаны бурей, были сломаны сильным ветром. Так вот, значит, представляете, что маленькая девочка перебирается через большущие сугробы и также через эти поваленные большие деревья. Только бы, думает, огонек не погас. А он не гаснет, он все ярче горит. Уши теплым дымком запахло. И слышно стало, как потрескивает в огне хворост. Девочка прибавила шагу и вышла на полянку. Полянка — это такое место в лесу, где нет деревьев, да, как бы ровное место. Да так и замерла. Замерла, значит, остановилась, полностью не двигается. Часто мы говорим, что человек замирает, когда вот он увидел что-то такое странное, и вот он просто остолбенел, так, замер. Так вот, девочка замерла. Здесь мы сегодня и остановимся на самом интересном месте. Я продолжу рассказывать эту сказку в следующем видео. Если вы хотите прочитать всю сказку сейчас, то в описании вы найдете ссылку на эту сказку. Также я вам оставлю ссылку на мультфильм, старый мультфильм о этой сказке. Правда, мультфильм не совсем такой, как сказка. Там еще придумано больше вещей, которых в самой сказке нет. Там есть еще и принцесса, и еще много чего такого интересного придумано. Ребята, спасибо вам за то, что вы смотрели, за то, что подписываетесь на мой канал. Огромнейшее спасибо за то, что оставляете комментарии. Мне очень нравится их читать. Ну и да, спасибо, что вы со мной. Сейчас я скажу вам пока-пока, до следующей пятницы. Не скучайте, читайте по-русски, говорите по-русски. Сохраняйте спокойствие, говорите по-русски, да? Пока.